Из-за действий бывшего премьер-министра и экс-главы АО «Национальная компания Казахстан» Темиржилы Аскара Мамина и некоторых членов семьи имеет 2 триллиона долгов, сообщил бывший внештатный советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, известный экономист Алжас Худайбергенов. Недавно прошла новость про Instant Payments. Мало кто знает, что КТЖ не просто расторг договор с Instant Payments, но еще и договорился забрать на баланс КТЖ все их разработки, что является совершенно справедливым действием. Это событие является достаточно красноречивым само по себе, а в дополнение идут кадровые изменения, которые избавляют от пережитков прошлого, от команды Мамина и некоторых членов семьи, которые вместе нанесли большой ущерб отрасли, из-за чего КТЖ имеет 2 триллиона долгов, написал Худайбергенов на своей странице в социальной сети. Он считает понятным, что кадровые изменения в КТЖ должны идти вширь и вглубь. Надеюсь, в итоге уйдет та отравляющая все и вся атмосфера интриг и коррупции, которая на пике достигала 40% от суммы контракта. Особенно надо увольнять тех, кто пугает руководство авариями и сбоями, а еще лучше взять этих людей на карандаш и при первой же аварии сажать за диверсии. Ибо они являются исполнителями всех этих коррупционных схем, борьбе с которой противодействуют, пугая рисками аварий и сбоев, добавил эксперт. По его словам, сейчас на КТЖ начинается крутая программа по цифровизации, которая уберет все посреднические цепочки. Впервые в истории страны в обсуждениях мер нет давления интересов, отметил экономист. Данная программа, по его мнению, даст всему ИТ-рынку доступ к сервисам КТЖ через IP, устранит человеческий фактор за счет онлайн-контрактации и так далее. Если КТЖ реализует все эти программы и уберет коррупцию полностью, то это утроит рентабельность КТЖ и высвободит ресурсы на постепенное обновление путей и вагонопарка без привлечения займов. А если еще сумеют все это реализовать через развитие собственных производств, то тогда этой команде управленцев можно будет ставить памятник, заключил Худайбергенов. Напомним 5 февраля, что КТЖ досрочно разрывает контракт с фирмой Instant Payments, которая занималась оформлением и продажей электронных железнодорожных билетов. Учредителем компании Instant Payments по состоянию на начало 2022 года была дочь первого президента Нурсултана Назарбаева, Алия Назарбаева. Отметим, что семьей в казахстанском обществе принято называть представителей элиты, тесно связанных с Назарбаевым. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.